Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я вас приветствую на своем канале. Мы продолжаем с вами тему диабета, и в прошлых передачах я вам рассказывала, что такое гликемический индекс и общие правила питания при диабете второго типа. В этой передаче я вам расскажу, что такое хлебная единица, зачем их считать при диабете, и вы научитесь их правильно рассчитывать при своем питании. На протяжении своей жизни людям часто приходится сталкиваться с различными заболеваниями, в том числе и диабет. Кто-то узнает об этом заболевании из рассказов знакомых, некоторые наблюдают болезнь у близких и родственников, а многим лично на себе приходится испытать влияние этого недуга. Уже с первого дня после постановки врачом этого диагноза пациент знакомится с таким понятием, как хлебная единица. Давайте рассмотрим, что это такое. Изначально лечение диабета для каждого человека начинается с личной беседы с врачом, в ходе которой доктор подробно описывает особенность заболевания и знакомит больного с его новым режимом питания. При необходимости проведения терапии с помощью инсулина отдельно обсуждается алгоритм дозирования и введения препарата. В основу его входит ежедневный подсчет хлебных единиц и контроль в крови уровня глюкозы. Для соблюдения рекомендаций врача человеку с диагнозом диабет необходимо ежедневно рассчитывать, сколько можно употреблять в пищу блюд из углеводосодержащих изделий, не забывая о том, что часть из них повышает сахар уже через 15 минут, а некоторые углеводы способствуют увеличению концентрации сахара в крови только спустя полчаса. Это объясняется скоростью усвояемости пищи, поступившей в организм человека. Если разобраться с медленно или быстро усвояемыми углеводами людям не составляет особого труда, то измерить суточную норму углеводов и считать, сколько их, достаточно сложно, учитывая калорийность пищи, наличие входящих в их состав полезных и вредных свойств. Для облегчения этой задачи диетологами был придуман термин «хлебная единица». Хлебная единица – это относительная величина, используемая в медицине для обозначения числа углеводов, которые употребляются в пищу. Углеводы в количестве 12 грамм составляют одну хлебную единицу. При болезни диабет важно понимать, что главным залогом успешной компенсации уровня глюкозы является не строго определенное число углеводов, а умение правильно считать дозу и ввести лекарство заранее перед едой. Ежедневное использование системы хлебных единиц при диабете позволяет определить нужный объем углеводов в меню, приходящихся на одну единицу, одним лишь взглядом без предварительного взвешивания блюд. Для этого достаточно ориентироваться по размеру куска, стакана, количеству овощей или фруктов. Практически во всех эндокринологических отделениях создана школа диабета, в которых пациентов учат, как считать хлебные единицы. Определив с лечащим врачом допустимое значение хлебных единиц для употребления в день, диабетику лучше всего равномерно поделить общее количество примерно на 3 одинаковые части – это завтрак, ужин и обед, и оставить дополнительный запас по одной хлебной единице на перекус в промежутке между основными приемами пищи. Такое питание особенно важно при диабете первого типа, когда пациентам используется инсулин быстрого и длительного действия. Во избежание наступления гипоклемии по причине снижения сахара в крови лучше съедать 1 или 1,5 хлебных единиц в промежутке между основным питанием. За один прием пищи не следует употреблять более 7 хлебных единиц. Пациенты, страдающие ожирением, должны спланировать питание так, чтобы в сутки выходило не более 120 грамм углеводов, то есть 10 хлебных единиц. Еще раз вам напомню, что одна хлебная единица – это 12 грамм углеводов. А теперь давайте рассмотрим с вами наглядные примеры. Сейчас я вам приведу пример и дам суточную норму хлебных единиц для людей, у которых нет избыточного веса. Пример мы возьмем пятиразовое питание. На завтрак вы употребляете 5 хлебных единиц, на второй завтрак 3, на обед 6, на ужин 3 и на второй ужин 2 хлебные единицы. Теперь я вам приведу пример суточных хлебных единиц для людей, которые страдают ожирением. Завтрак 2 хлебные единицы, второй завтрак 1, на обед 3, на полдник 1, на ужин 2 и на второй ужин 1 хлебная единица. На завтрак предпочтительно употреблять каши, которые гораздо медленнее усваиваются организмом и не повышают резко сахар, а также надолго помогают вам не испытывать чувство голода за счет того, что они долго перевариваются.
Мои дорогие зрители, на этом мы закончим передачу про хлебные единицы, а в следующей передаче я вам расскажу, что такое инсулиновый индекс продуктов питания. Это тоже необходимая информация для людей, страдающих диабетом. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу, поставьте лайки и не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать свежие новости про здоровье, про похудение и новые рецепты. Всем пока!